Выбоины и трещины на дорогах раздражают водителей не меньше, чем вред, который наносит окружающей среде традиционный асфальт. Главная причина обоих вопросов – битум, нефтяное связующее, без которого обходится ни одно дорожное покрытие. Но ученые предлагают неожиданный поворот – заменить часть битума материалом, полученным из водорослей. Результаты экспериментов опубликованы в AS Sustainable Chemistry and Engineering и обещают новые пути к более прочным и экологичным дорогам. В чем суть идеи и чем она может обернуться на практике, разбор в статье ниже. Битум – тяжелый продукт переработки нефти. Он действует как клей, скрепляющий камни и песок, и сохраняющий эластичность до тех пор, пока температура находится в умеренном диапазоне. Но при низких температурах битум теряет гибкость, становится хрупким и растрескивается. Со временем трещины углубляются и превращаются в выбоины, что требует постоянных ремонтов и вложений. С экологической точки зрения, добыча и переработка нефти, которая питает битум, напрямую связаны с углеродным следом дорожной инфраструктуры, выбросы, энергозатраты и использование невозобновляемых ресурсов. Такой контекст подталкивает ученых к поиску альтернатив, которые бы сохраняли прочность на дорогах, но снижали экологическую нагрузку. Именно в этом направлении и двигаются исследования, описанные в новой работе. Команда под руководством доцента Элхам Фини из Университета штата Аризона решила проверить, можно ли заменить часть нефтяного связующего биоматериалом из водорослей. Ранее показывали, что масло из водорослей способно вести себя похоже на битум и при этом сохранять гибкость на холоде. В новом исследовании сравнивали масла 4 видов водорослей, чтобы определить, какие из них лучше всего подходят в качестве добавки к дорожному покрытию. Лучшими результатами отличилась пресноводная микроводоросль Haematococcus pluvialis. Асфальтовые смеси, обогащенные ее маслом, оказались устойчивее к нагрузкам, моделирующим движение транспорта, а также лучше переносили воздействие влаги. В лабораторных тестах, в ходе которых образцы многократно замораживали и нагружали, асфальт с водорослевым связующим восстанавливал форму примерно на 70% лучше, чем покрытие на обычном битуме. Проще говоря, он деформировался меньше и быстрее возвращался к исходной форме, что напрямую связано с долговечностью дорог. Полностью заменить битум новым материалом пока нецелесообразно. Биосвязующее дороже нефти, поэтому ученые предлагают использовать его как добавку, а не как единственную основу смеси. Однако даже частичная замена приносит ощутимый эффект. Компьютерное моделирование показало, что каждый добавленный 1% биоматериала из водорослей снижает углеродный след асфальта примерно на 4,5%. При содержании около 22% такая смесь теоретически становится углеродно-нейтральной. Эти цифры звучат многообещающе и привлекают внимание индустрии. Не только уменьшается экологическая нагрузка, но и, возможно, экономия за счет сокращения затрат на ремонт дорог и продления срока службы покрытий. По сути, водорослевый компонент может стать важной ступенью на пути к более устойчивой дорожной инфраструктуре. По словам ученых, соединения, полученные из водорослей, способны улучшить влагостойкость, гибкость и способность асфальта к самовосстановлению. Это означает, что дороги дольше сохраняют целостность при отрицательных температурах, резких перепадах влажности и постоянных нагрузках от транспорта. В перспективе такие материалы могли бы сделать дороги не только экологичнее, но и заметно долговечнее, снижая затраты на обслуживание и ремонт. Добавка, а не замена. В реальных условиях наиболее разумной стратегией может стать внедрение водорослевого связующего в качестве дополняющего состава к существующим смесям.
Это позволяет сохранить привычную технологию производства асфальта и снизить углеродный след, не перерабатывая всю инфраструктуру под новую формулу. Технологические вызовы. Для перехода от лабораторных образцов к дорожному покрытию требуется масштабирование производства водорослевого масла, обеспечение стабильного качества и совместимости с действующими добавками и методами укладки. Стоимость водорослевых материалов должна стать конкурентоспособной по сравнению с текущими битумами. Экономика и жизненный цикл. Активное исследование показывает, что даже ограниченная доля водорослевого связующего может принести значительную экологическую выгоду. Но для широкомасштабного внедрения необходима поддержка на уровне политики, субсидий или экономических стимулов, чтобы перекрыть первоначальные инвестиционные риски. Экологический потенциал. При рассуждении о зеленом дорожном покрытии важно учитывать источники водорослей, их выращивание и переработку, а также влияние на водные ресурсы. Многие сценарии предполагают выращивание водорослей на водной базе с потенциалом использования отходов или К2, что может усилить общий экологический эффект. На что обратить внимание при переходе к зеленым дорогам? Качество и надежность. Эксперименты показывают многообещающие результаты по прочности и восстановлению, но реальная эксплуатация требует длительных полевых испытаний в разных климатических зонах. Стоимость и доступность. Пока водорослевое связующее дороже традиционного битума. Экономическая привлекательность зависит от масштабов производства, стоимости сырья и технологических инноваций. Регуляторные аспекты. Для внедрения новых материалов необходимы стандарты качества, сертификация и оценка жизненного цикла. Вопросы устойчивости. Не менее важна оценка водных ресурсов, энергоэффективности производства водорослей и отсутствие побочных экологических эффектов. Исследование, опубликованное в ASETUS Sustainable Chemistry and Engineering, демонстрирует новый путь снижения экологической нагрузки дорожного строительства без радикальных перестроек существующей инфраструктуры. Использование масел водорослей Haematococcus pluvialis в качестве добавки к битуму обеспечивает улучшение устойчивости к нагрузкам и влаге, а также повышает способность материала к самовосстановлению. При этом даже минимальные добавки уже дают значительный эффект. Каждый процент водорослевого связующего снижает углеродный след на примерно 4,5%, и при содержании около 22% теоретически достигается углеродно-нейтральный баланс. Эти результаты действительно впечатляют и открывают дорогу к более экологичным дорогам будущего. Однако переход от лабораторных условий к реальным дорогам потребует постепенного внедрения, дальнейших полевых испытаний и решений финансовых вопросов. В любом случае водорослевый биоматериал может стать важной частью портфеля инструментов для устойчивого дорожного строительства, помогая снизить воздействие на климат и одновременно продлить срок службы дорог. По словам авторов исследования, соединения, полученные из водорослей, могут улучшить влагостойкость, гибкость и самовосстановление, продлевая срок службы дорожного покрытия и снижая затраты на техническое обслуживание. В перспективе такие материалы могут привести к практическому применению на настоящих дорогах и стать частью широкой стратегии зеленого транспорта. Именно такой подход, сочетание научной инновации и прагматичной экономики, может стать ключом к тому, чтобы кондиционная усталость асфальтового покрытия уступила место долговечному и экологичному дорожному будущему. Результаты работы Фини и коллег напоминают, путь к устойчивости лежит через постепенное внедрение инноваций, которые реально улучшают повседневную жизнь водителей и сохраняют планету для будущих поколений.